Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать второй мой пальчик. Напоминаю, вчера мы с вами сделали мизинчик верхними формами с аквариумным дизайном. В противовес к этому, этот пальчик мы будем делать классическими нижними формами в одну капельку акрилатиком и сравним, во-первых, результат, во-вторых, затраченное время и усилия. Итак, поставили форму, выкладываем акрилатик. Как я уже говорила, выкладку в данном случае мы будем делать в одну капельку, потому что материала здесь будет немного, акрилатики в такую толщину замечательно просыхают, поэтому нет надобности делать ему подложку. В данном случае мы общаемся с ученицей, я выкладываю материал, рассказываю ей, как нужно, чтобы не потерять какие-то части, выкладывать, провешивать нижние. Потом я их подобрала, то есть здесь мы еще немножечко отвлеклись. Но, забегая наперед полностью от постановки формы, от начала подготовки ногтей до конца того, как я запилила ноготь и подготовила его уже непосредственно под покраску, у меня прошло ровно 17 минут. Как вы помните, верхним формам на это понадобилось 25 минут, поэтому что из этого быстрее, делайте выводы сами. Мы тем временем выкладываем материал. К сожалению, на камеру на самой себе работать дико неудобно, потому что вообще невозможно смотреть, где ты находишься и где ты в кадр попадаешь. Поэтому кое-где я, конечно же, здесь выскакиваю из кадра, но вроде бы ничего самого ценного я от вас не утаила. Итак, выложили материал, конечно же, его поджали на 15 секундочки. И после того, как полностью заполимеризовали, переходим к опилу. Опила здесь немного, потому что выкладку мы делали акрилатиком, он практически никуда не течет, нам нужно только заровнять поверхность. Поэтому быстренько опиливаемся, часть с выкладкой, часть с постановкой формы. И опилом я совершенно не ускоряла для того, чтобы вы могли все это просмотреть в реальном времени.
Итак, как я вам уже говорила, от момента начала работы до момента начала прокраски у нас прошло 18 минут. То есть за 18 минут у нас получился полностью готовый ноготок со всеми просушками, со всеми объяснениями. Далее переходим к дизайну. В качестве дизайна в данном случае будем рисовать китайскую роспись, на которую ушло еще 10 минут реального времени. В принципе, в китайке ничего сложного нет, главное правильно набрать красочку на кисточку и правильно собрать цветочек. Поскольку все знают, что цветочки у нас собираются либо в круги, либо в овальчики, значит совершенно ничего сложного нет. Просто собираем мазочки просто в кружочек или в овальчик. Если вы мечтаете научиться рисовать китайскую роспись, ссылочку на онлайн-курс оставлю в описании. Мы же китаечку рисуем совершенно без просушки в один мазочек, то есть даже между слоями в данном случае я здесь ничего не просушивала. Добавляем нашему дизайну композиции. В данном случае в качестве привязочных элементов используем вот такие вот блестящие штучки. Как вы знаете, я никогда не против всяких разных блесток. И чем больше блесток, тем мне приятнее. Поэтому располагаем кучу всяких разных блесток. И сочетание вот этого вот зеленого оттенка с блестюшками мне безумно. А теперь нам осталось оформить все это безобразие мелкой прорисовкой при помощи тонкой кисточки. Прорисовываем непосредственно саму розочку, добавляем прорисовки на наших вот этих вот блестящих элементах, потому что тоже захотелось их сделать более мелкими. Ну и в принципе все, дизайн на этом готов. Полное время изготовления этого ноготочка у нас получилось 30 минут, но, повторяюсь еще раз, дизайн здесь рисовался отдельный. На выполнение дизайна у нас было потрачено 10 минут, а то и больше. Итак, вот такой вот ноготочек у нас получился, безумно красивый, очень интересный. Обратите внимание, какая у него потрясающая арочка. Посмотрите, какой у него великолепный боковой ракурс, который я не могу снять, потому что снимаю одной рукой, и он у меня выходит постоянно из фокуса. Но, тем не менее, если сравнивать такой ноготь и верхнюю форму, я двумя руками за классическое арочное моделирование. А
Что вы выберете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Что понравилось больше вам, классика или все-таки верхние формы? Завтра мы с вами будем делать мой следующий пальчик и будем испытывать еще один метод наращивания. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Нажмите на колокольчик, если вам вдруг не приходят уведомления. Мы же увидимся с вами завтра. Всем до новых встреч. Пока!